Сегодня мы поговорим о трендовом бизнесе, о открытии интернет-магазина. Сейчас, если начинать с нуля, это не то время, когда мы начинали в 2012 году. Рынок сильно изменился. Google — компания, которая делает все для того, чтобы ты тратил деньги на маркетинг. Мы звоним поставщику, а у него товара нет. На сайт нам приходит там 100 человек, из них 1,5% конверсии, грубо говоря. То с сотрудниками, наверное, еще хуже. Лучше что-то сделать, чем ждать и ничего не делать. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о трендовом бизнесе, о открытии интернет-магазина. О всех тонкостях и нюансах этого бизнеса нам расскажет совладелец интернет-магазина Coffeeman Дмитрий Гусев. Если вы хотите открыть прибыльный интернет-магазин, то ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно досмотрите видео до конца, ведь в конце вас ждет приятный сюрприз. Поехали! Привет, Дима! Привет, Леш! Ну что, рассказывай, как тебе пришла идея открыть интернет-магазин? На самом деле, идея открыть интернет-магазин мне пришла в 2011 году, когда я занимался продажей кофе, и у меня было определенное количество клиентов. Я обслуживал рестораны в основном по оболоне. То есть я взял локальный рынок, их обслуживал, привозил, доставлял кофе. Потом мне пришла идея открыть интернет-магазин. Вот тогда все и началось. Для того, чтобы открыть интернет-магазин, я подумал, как же мне это сделать. Я начал смотреть сайты, смотреть разные варианты, как это сделать. И долей случая я встретил своего соседа и друга. Он говорит, а я как раз сейчас занимаюсь разработкой сайтов. Я говорю, ну давай вот я продаю кофе, давай сделаем интернет-магазин. Это же легко, просто, незатейливо. И где-то в течение 2 месяцев мой друг делал сайт, разрабатывал его. Делали дизайн, мы выбирали там разные варианты наполнения. Ну и вот так вот это все началось. А вот выбор товара, то есть кофе, у тебя был исторический, насколько я понимаю. На самом деле, тут так правильно так сказать, товар выбрал меня, потому что как раз вот где-то 10-11 год я занимался вообще другим профилем. Я торговал на Нью-Йоркской бирже акциями, и мой день начинался там в 2 часа дня. У меня утром было свободное время. И я думал, чем бы заняться. Мой приятель тогда в то время завозил из Голландии цветы и параллельно тоже думал, чем заняться. И вот он привез партию кофе, говорит, ты умеешь продавать, вот я привез кофе, давай продавать. Я, недолго думая, взял партию товара и пошел, подумал, кто у нас кофе пьет хорошо, рестораны. Я пришел к ним, у меня было хорошее предложение по цене, принес им прайс, и у меня, я жил на Оболоне, у меня тогда на рынке Оболоне появилось порядка 15 ресторанов, которым я предлагал этот кофе. Вот так вот и все и началось. А кроме кофе, насколько я понимаю, вы сейчас продаете кофемашины, то есть вы ушли от основного товара? Ну не совсем ушли, мы добавили. В процессе эволюции нашего магазина мы постоянно добавляли какие-то товарные категории. Начали мы продавать кофе, соответственно потом мы начали продавать кофемашины, к ним мы начали продавать аксессуары. Параллельно у нас еще продается чай, сопутствующие товары, такие как одноразовые стаканчики, мешалочки, сахар в стиках. Тут уже рынок диктует то, что в тренде, то мы стараемся продавать из сопутствующих категорий. У тебя уже есть большой опыт подбора каких-то товаров для продажи в интернет-магазине. Как бы ты выбирал новый товар, если бы начинал сейчас с нуля? Хороший вопрос, потому что сейчас, если начинать с нуля, это не то время, когда мы начинали в 2012 году. Рынок сильно изменился, и в чем преимущество продажи кофе в интернет-магазине? Это тот продукт, который имеет свойство заканчиваться. Ты его покупаешь, и тебе нужно опять его купить. Есть категория товаров, наверное, которые пользуются таким же спросом. Например, возможно, это табаки, возможно, вода, возможно, канцелярия. Возможно, в эту нишу я бы еще смотрел, потому что частотность покупок — это самое важное, от одного клиента, самое важное для интернет-магазина. За счет этого можно развиваться и быть прибыльным. То есть основной совет — это нужно выбирать тот товар, который покупают постоянно. То есть телевизоры продавать не очень. Тяжело, это просто действительно тяжело. Но, кстати, телевизоры тоже очень в тренде сейчас. Это тот момент, который, может быть, мы бы открыли еще один магазин именно по телевизорам. Но это больше потому, что трендовый товар. А в чем секрет телевизоров? 3 года назад, наверное, где-то или 3 или 4 года назад, телевизор с диагональю больше 55 дюймов стоил баснословных денег. Сейчас он стал существенно доступней, и те телевизоры, которые у людей сейчас находятся, они их обновляют. И вот сейчас цикл обновления
товаров, вот, наверное, сейчас приходится на телевизоре. Сколько вообще можно зарабатывать? Я понимаю, что очень большой разброс, есть розетка, есть маленькие магазины. Но в среднем по рынку, я думаю, ты знаешь многих конкурентов, сколько можно зарабатывать себе чистыми, вот имея интернет-магазин? Безусловно, все зависит в первую очередь от твоих амбиций и понимания, что ты продаешь. Потому что интернет-магазин это, ну, продажи. Чем больше ты продаешь, тем больше ты зарабатываешь. Но не надо забывать иногда еще и о затратах. Для того, чтобы продавать больше, скорее всего, они у тебя растут. Где-то они растут геометрически, где-то пропорционально. Зарабатывать в целом с интернет-магазина, в зависимости от того, как ты это делаешь, самостоятельно, со штатом сотрудников, на платформе или делаешь свой сайт. Предела как такового, наверное, нет. Давай возьмем среднестатистический. Среднестатистически думаю, что там от $1000 и потолок ты можешь себе только сам нарисовать. Ну, я видел в интернете много курсов, где там пишут за 2 месяца $10 000 интернет-магазин будет вам приносить. Веришь ли ты в такую систему? Учитывая, сколько мы работаем, то думаю, нет. То есть это либо какой-то там супер хайповый товар, у которого маржинальность там больше 100%, и они сейчас в тренде. Но, безусловно, те затраты, трудозатраты, энергозатраты, которые ты будешь нести здесь, может быть, ты действительно и будешь зарабатывать $10 000, но работать придется там, не покладая рук. А вообще, какая средняя рентабельность магазинов? Можно ли их поделить на ниши, как ты сказал, есть там, где супер трендовый товар, стандартный товар. Какая рентабельность там и там? Зависит. Супертрендовые товары обычно не имеют большую рентабельность. Плюс, потому что, во-первых, ими начинают заниматься все, и стандартная стратегия большинства интернет-магазинов это демпинг. То есть они начинают потихоньку уменьшать цены. Соответственно, маржа падает, и тут надо выезжать на количестве. Что касается каких-то других, может быть, нишевых товаров, тут отчасти еще много что зависит от импортера или поставщика. Потому что многие из них могут диктовать рекомендованные розничные цены. Ввести такую политику, чтобы не превышать и не занижать их. Тогда каждому интернет-магазину нужно быть чем-то эксклюзивнее, лучше, уникальней, быстрее доставлять, делать подарки, какую-то систему лояльности для клиентов. Конкретно, что касается нишевости, тяжелый вопрос, потому что есть ниши, в которых можно и больше зарабатывать, есть ниши, в которых можно меньше зарабатывать. Если вы хотите делать интернет-магазин обо всем, ну это практически сейчас нереально. А если брать вот какой-нибудь стандартный товар, канцелярию, кофе или что-то, какая приблизительная наценка? Это 10, 20, 50, 100%? Чем меньше стоимость товара, тем больше наценка. То есть, возможно, на ручках, на всяком товарах до 100 гривен наценка может быть и 100%. Все, что уже идет выше, зачастую наценка идет процентов около 50. В оборудовании наценка идет гораздо меньше. То есть это может достигать и до 5%, 10%. Если у тебя немного денег, то есть ты лимитирован и хочешь открыть интернет-магазин, сколько необходимо минимальной инвестиций для его открытия? Тут немножко я бы сказал еще, что все зависит от твоего бэкграунда, потому что если ты сам можешь написать интернет-магазин, и ты там связан с разработкой как-то, может быть, тебе не нужны большие инвестиции. Для того, чтобы просто начать что-то, я бы советовал даже вложиться, хотя бы там суммой, может быть, $1000 или 2, потому что это мотивирует тебя что-то делать. Эта сумма, в принципе, там, да, на нынешнее время ценна для тебя. Вот если ты ее вложишь, ты будешь более ответственно относиться к деньгам. Начинающим предпринимателям я бы советовал начать с выбора ниши. Исходя из этой ниши, подстроиться под продажи и начать, например, не с интернет-магазина, а с площадок, таких как там, банально Prom.ua или OLX. Попробовать выставить там какое-то количество товаров, посмотреть, сколько будет звонков, насколько легко этот товар потом получить в Киеве или купить, если есть поставщики, насколько легко его потом доставить. То есть если все это увеличивается, количество клиентов, тогда уже можно думать о какой-то своей платформе, площадке. Потому что разработка на сегодняшний день такого готового сайта с нуля будет стоить гораздо дороже, чем просто прийти и начать продавать на какой-то площадке. Вопрос, если бы ты сейчас открывал интернет-магазин, на что бы ты тратил свои инвестиции, то есть вот ключевые позиции? На сегодняшний день, скорее всего, основные траты это был бы маркетинг. Но только так тебя могут как-то узнать. Google компания, которая делает все для того, чтобы ты тратил деньги на маркетинг. Плюс надо смотреть по спросу товара. Насколько он популярен, насколько там много конкурентов. Поэтому лучше выбираться и отстраиваться в какой-то нише. То есть это может быть какие-то крафтовые товары, там, handmade или какой-то эксклюзив. То есть основное это инвестиции в маркетинг? Основное, да. А из чего вообще состоит прибыльность интернет-магазина? То есть какие вещи максимально влияют на твою прибыль?
То есть сотрудники, товар, маркетинг. Я бы не сказал, что интернет-магазин это что-то сильно отличающееся от обычных компаний. То есть компании-производители, да, у которых основная там, затратная составляющая это производство, потом меньше идет в сбыт. Есть там, магазины, у которых наоборот основная составляющая затрат это сбыт. У интернет-магазина то же самое. Основная составляющая затрат интернет-магазина это маркетинг. То есть насколько ты представлен в интернете, в разных каналах, в Google. Безусловно, потом идет вся остальная составляющая. Есть понятие такое, как юнит-экономика, то есть мы знаем, что у нас один клиент по оборудованию стоит там, порядка 350-400 гривен. Это то, что мы можем потратить на клиента. Исходя из этого, следующие затраты юнит-экономики это там, доставка одного товара, один звонок менеджера там, или сколько он там сделает, какая конверсия сайта идет. Вся эта цепочка составляет остальное количество затрат. Когда у тебя есть компания, в которой есть менеджер, бухгалтер, доставка, склад, тут, безусловно, ты понимаешь, что есть минимальные показатели, которые нужно достичь для того, чтобы потом получалась прибыль. И вот у нас, грубо говоря, есть там минимальный план. Достигая его, все, что получается свыше, есть рентабельность интернет-магазина. Перейдем к поставщикам. Где вы их ищете, как выбираете, на что смотрите? Изначально, когда мы начинали, как я уже говорил, мы сами были поставщиками товаров и импортерами. Когда тогда мы начинали, это было, казалось, очень классно, легко и незатейливо. Сейчас я понимаю, что это, наверное, даже тяжелее, чем открыть офлайн-магазин. Как минимум, все нововведения, добавления на сайте стоят денег, потому что нужен быть либо свой программист штатный, либо ты должен кого-то брать на подработку. Сейчас вот, когда мы столкнулись с вот этими моментами, мы начали думать, что же делать? Надо расширять ассортимент товара. Как расширять? Нужно добавлять этот товар на сайт, нужен контент. Что касается поставщиков, то мы изначально попробовали добавить всех поставщиков, которые могли быть на рынке, поставить их на сайт, предложить их товары, это было оборудование, в основном это был кофе. Мы столкнулись с другой проблемой. У нас заказали там 2-3 пачки этого кофе, мы звоним поставщику, а у него товара нет. Тут уже началась проблема, и мы тут начали более системно и правильно отбирать поставщиков. В течение, наверное, года 14-15 мы отсеяли просто количество поставщиков, которые нестабильные. Вот таким образом мы пришли к определенному пулу поставщиков, который работает. И уже там, с каждым годом параллельно мы добавляем поставщиков, которые кажутся нам системными. А у поставщика для всех одинаковые цены или вы как-то варьируете их? Зависит от поставщика, но скорее обычно разные, чем одинаковые. Тут уже все зависит от того, насколько много ты покупаешь товара у поставщика. Или насколько ты с ним правильно договоришься, возможно, какие-то совместные маркетинговые акции или компании на сайте. Для них это интересно, это бренд awareness, так сказать. Для нас дополнительные продажи. А есть вообще какие-то секреты, хитрости, как договориться с ними про лучшие условия? Особенно в начале, когда там объем ты не можешь. Могу ли я прийти и сказать, я гарантирую, что продам 10 тонн кофе, сделайте мне цену ниже? Я слышал про такие кейсы. Можно зайти в Google, прикинуть приблизительный тренд, но ты никогда не будешь четко понимать, сколько ты продашь этого товара изначально. Поэтому я никогда не приходил сразу с какими-то целями. То есть у всех поставщиков есть стандартные условия, которые в целом позволяют тебе зарабатывать. Моя позиция была такая, что давайте мы начнем, я покажу результаты, потом я приду с вами и будем обсуждать какие-то скидки. Ключевой успех вашей компании – это маркетинг, как я понимаю. Какой рекламой пользуетесь, сами делаете, рекламная студия? Он один из ключевых, но нельзя относить успех компании только к маркетингу. Что касается маркетинга, как раз когда вот мы начинали, мой партнер создал компанию по разработке сайтов. И у него, помимо разработки, была еще возможность рекламировать эти сайты. То есть у нас был сотрудник, который занимался контекстной рекламой, SEO-оптимизацией. Мы использовали его, в том числе для целей раскрутки и рекламирования нашего интернет-магазина. Тогда мы использовали все возможные варианты, мы пробовали все. То есть тут всегда нужно пытаться пробовать находить новые какие-то методы рекламы. То есть SEO раскрутка, контекстная реклама. Это был тогда Яндекс, тогда это был еще, Яндекс, Google. Есть такие прайс-агрегаторы, Hotline, Price.ua, их еще достаточно много. ВКонтакте тогда еще был в Украине, там активно представлен, Facebook. То есть все торговые, не торговые, все площадки, которые предлагают тебе разместить там товар или продукцию свою, или какую-то рекламу, мы старались туда заходить. После этого мы анализировали, сколько нам стоит либо клиент, либо лид. Мы пришли к тому, что он в нашей нише, что касается кофемашин именно в этой нише,
Эффективнее всего работает контекстная реклама. Что касается ниши, например, аренды оборудования, тут лучше работает там SEO. Ну, как-то так у нас сложилось. То есть мы не платим рекламу на это, но к нам обращаются люди по аренде оборудования. Что касается кофейной продажи, тут вот такой двуякий момент. Стоимость клиента высока с точки зрения рекламы, но если частотность клиента становится больше, чем 2-3 покупки в год, то оно себя окупает, потому что клиент к тебе возвращается за вторым, за третьим товаром. Сейчас у нас сотрудник, который занимается контекстной рекламой, он ведет наш проект и еще пару проектов. Я бы сказал, что он такой полуштатный сотрудник, полуфрилансер. Я бы советовал даже обратиться в какую-то хорошую компанию с нормальным, ну, если вы договоритесь уже о нормальном бюджете. Они смогут качественно и хорошо настроить вам первичную компанию, потом уже смотреть и думать, либо это будет фрилансер какой-то на этом, либо это будет штатный сотрудник, в зависимости уже от количества задач, которые будут стоять перед ним или перед отделом маркетинга. А по бюджету, какой бюджет у вас сейчас и какой минимальный, как ты думаешь? Опять же, все очень сильно зависит от ниши. Что касается нас, то там, на сегодняшний день мы тратим на маркетинг там, от 75 до 150 тысяч гривен в месяц. Она же, опять же, варьируется и от спроса рынка. То есть в некоторые месяца, когда, ну там летний период, то есть определенная сезонность у нас, в этот период, ну просто посетителей на сайт меньше, а мы делаем таким образом, что если есть посетители, то наша реклама показывает. Ну то есть если человек ищет купить кофе или купить кофемашину, мы показываем свою рекламу. Если он просто этого не ищет, ну как бы мы и не тратим ничего. Правильный вопрос был бы и ответ, сколько ты хочешь зарабатывать, да? Столько ты должен потратить на рекламу, ну там в рамках равных пропорций. Но мы пробовали увеличивать рекламу в 2 раза, но это не привело нам клиентов в 2 раза больше. По поводу сайта, то есть, чтобы эти люди с рекламы куда-то заходили и что-то покупали, вам нужен крутой, качественный сайт. Я так думаю, вы на это потратили огромное количество времени. Расскажи какие-то ключевые моменты, фишки, на что обращать внимание при создании сайта интернет-магазина. Ну, в первую очередь, на сегодняшний день очень важным составляющим для сайта это будет его мобильная версия. Я бы сказал, что сейчас для нас это такой момент, который мы постоянно дорабатываем и добавляем какие-то вот мелкие нюансы именно к мобильной версии. Как бы, когда 3G появился в Украине, то после этого трафик на мобильных устройствах, ну, по крайней мере, в рамках нашего сайта, увеличился просто в разы. С 25% мобильных клиентов сейчас порядка 70% мобильного трафика идет к нам на сайт. Просто сделать копию сайта на мобильный – это уже не топ. Что касается вот именно конкретно сайта, обратные звонки, какие-то триггеры, почему именно купить здесь. То есть это должен быть, когда человек покупает, когда он смотрит товар, где-то на виду информация о том, чем ты лучше, почему здесь товар, и это не обязательно должна быть цена. По поводу маркетинга спрошу у тебя пару вопросов по поводу тренда. Сейчас везде говорят о мессенджерах, о туннелях продаж в мессенджерах. Как вы интегрируете это или работает ли это у вас? У нас интегрирован как бы онлайн-чат, который мы используем, ну, сторонние организации, то есть есть ребята, Джива-чат. Они достаточно успешно работают в России, в Украине. Через онлайн-чат на сайте можно сразу перейти и общаться в Facebook. Можно перейти и общаться там в Telegram, в Viber. Был момент, когда, то есть мы используем IP-телефонию, что я тоже советую многим, потому что для нас это было моментом, когда мы даже увеличили продажи, потому что мы не теряем звонки, у нас все пропущенные звонки перезваниваются. Мы потом сделали свой еще Viber, все люди уже перестали звонить, они любят общаться мессенджерами. Этот тренд действительно есть, и он, ну, мы стараемся максимально там быть в этом тренде. То есть Viber'ом пользуемся, вот Telegram'ом, честно говоря, еще не пользуемся. А какой приблизительно процент ваших клиентов, знаешь статистику или нет, пользуются вот именно там чатами, мессенджерами и тому подобными вещами, а какой процент звонит? Звонков стало меньше, существенно меньше. Это, наверное, там, в том числе благодаря розетке, потому что она старается сделать максимально так, чтобы ты делал заказ через корзину. То есть, если раньше у нас было процентов 60-70, сейчас, наверное, процентов 40 это только телефонный разговор. Остальное это уже корзины или обращение в онлайне, тот же чат, тот же Viber. Ты упомянул розетку, и они самый крупный маркетплейс Украины, я думаю, в сфере вот ваших конкурентов. Как вы вообще с ними конкурируете? У них же там огромные бюджеты на рекламу, все, или вы сотрудничаете? Как это происходит?
Я бы не сказал, что они только маркетплейс. Они маркетплейсом стали, по-моему, последние 2 года. То есть они в первую очередь все-таки огромный интернет-магазин, который уже имеет и оффлайн точки. Они действительно там лидеры рынка и далеко впереди всех остальных. Они молодцы, они это сделали, и они действительно добавляют боли таким предпринимателям, как я, даже нишевым. Честно могу сказать, что до сентября прошлого года мы, в принципе, не сильно заморачивались розеткой. То есть есть ряд кофейного оборудования и кофе, который все равно люди покупают у нас, потому что мы делаем там качественный сервис, мы предоставляем эти товары по хорошим ценам и хорошим условиям. Есть такой ряд, как сказать, скажем, товарный локомотив из кофеварок, который продавался у нас очень много, но на розетке он был представлен как раз вот через поставщиков, как на маркетплейсе. Но учитывая стоимость этого оборудования и трендовость, действительно этот товар с лучшими функциями за лучшую цену. И когда они увидели это, они начали долго общаться с импортером, но теперь они продают это самостоятельно и покупают это у поставщика. И действительно у нас упали продажи, исходя из того, что они начали там продавать. Это как бы проблемы, с которыми сталкивается, наверное, любой магазин, крупный или маленький, и здесь мы начинаем отстраиваться в нише. Те клиенты, которые хотят получить быстрее, получить возможность какой-то обратной связи и быстрое решение их вопросов, они остаются еще с нишевыми интернет-магазинами, как вот здесь. Но с той же розеткой, такой простой пример приведу. Я искал телевизор, я выбрал 3 топовых магазина, я позвонил туда, получил ровно на 1% консультации больше, чем я прочитал у них на сайте, и понял, что мне придется все равно идти в YouTube и смотреть, какой же мне телевизор выбрать. Я там посмотрел уже обзоры, я как бы был более компетентен в вопросах выбора телевизора, чем даже менеджер из розетки. В связи с этим вопрос. Ваши клиенты, они обращаются к вам почему-то. Как ты считаешь, там, не знаю, топ-3, топ-5 самых главных вещей, которые ценят клиентам? Сервис, гарантия, общение. Что самое главное для клиента? Я бы сказал, что пока что еще основным фактором для клиентов, именно мы говорим про розничных клиентов, наверное, процентов на 40 это цена, процентов на 20-30 это, наверное, будет компетентность и консультация менеджера, то есть клиент хочет видеть, что он покупает у эксперта. Остальные моменты, это мы уже конкурируем непосредственно, наверное, с другими интернет-магазинами или нишевыми, или в том числе розетка. Доставка, возможность любой формы оплаты, какие-то гарантии, которые мы даем. То есть, когда ты там новый интернет-магазин, про тебя никто не знает. Когда мы работаем уже там 5 лет, к нам обращаются повторно клиенты даже наши. По поводу, ты упомянул доставку, и мне кажется, это огромный большой процесс. Вы пользуетесь кем-то или свое организовали? Учитывая как раз специфику кофейного оборудования, мы часто сталкивались с ситуацией, что клиент получает товар, открывает его, и как у нас люди привыкли, они сразу начинают с ним работать, все делать, и потом, когда что-то поломалось, они открывают инструкцию. Вот у нас такая ситуация была, поэтому мы на этапе менеджера уже объясняем, что вы, если хотите проверить, у вас есть нюансы какие-то, вы точно не уверены, что вы хотите это забирать, не засыпайте туда зерно, а залейте только воду и включите кофемашину, посмотрите визуально, как она выглядит. И если что, вы сможете вернуть это курьеру, и как бы не будет никаких проблем. Потому что когда делает доставку, например, та же Новая почта там, или Мист Экспресс, служба логистики, то они вот с возвратами и с нюансами, как показать хотя бы, как ее включать, они не работают. У нас есть конкретно свой автомобиль и есть конкретно наш водитель, которого мы арендуем его автомобиль. То есть есть 2 водителя, которые ездят. Остальные дальше уже процессы логистики мы пользуемся аутсорсерами. То есть это Новая почта по регионам. И есть локальные компании, которые делают доставку по Киеву. По поводу логистики. Где лучше выбирать офис и расположение? Центр, не центр? Или имеет значение? Я думаю, что в первую очередь имеет значение стоимость этого офиса и потребности, которые становятся перед компанией. Если это магазин ручек и канцелярии, наверное, большой склад ему не нужен. Если этот магазин продает какое-то промышленное оборудование, то там лучше, наверное, уехать куда-то за город, но иметь большие склады. Все зависит уже от того, какой товар вы продаете, какие есть трудозатраты, площадь, которая вам нужна. На самом деле многие интернет-магазины сейчас уходят в формат работы с удаленными сотрудниками. То есть это может быть удаленный даже колл-центр, удаленные бухгалтера. Если мы говорим про интернет-магазин, который хочет сделать еще и шоурум, тогда лучше просто смотреть, то есть если это, например, тот же кофе, да, лучше сделать, может быть, в спальном районе и продавать еще чашечку кофе тем клиентам, которые ходят рядом. Все равно, в первую очередь, надо понимать
потребностей. Сколько не общаемся, у всех бизнесов боль это сотрудники. Какие вам нужны сотрудники и как вы их ищете? Воронка продаж по сотрудникам, по-моему, стала еще хуже, чем воронка продаж товаров, которые мы продаем. Потому что на сайт к нам приходит там 100 человек, из них 1,5% конверсии, грубо говоря. То с сотрудниками, наверное, еще хуже. Потому что одно дело, они просто откликаются на вакансию. Другое дело, их ищут наши рекрутера. Третье, с ними договариваются на собеседование. Четвертое, половина из них, там, если не большая часть, не приходит на собеседование. Это действительно большая проблема. Связана она, наверное, с эмиграцией большого количества людей за рубеж, в частности Польшу, наверное. Как и все. Боремся, ищем разными способами, то есть стараемся мотивировать, если это там продавцы. Да, в принципе, мы всех сотрудников стараемся мотивировать. Проблема в текучке, наверное, у нас больше просто с продавцами. Остальные кадры тьфу-тьфу у нас. Многие, кто нас сейчас смотрят, они будут открывать интернет-магазин. Какие для тебя были там неожиданности, трудности в начале, в самом начале? Это вначале, наверное, были самые большие трудности. Это когда у тебя какие-то словесные договоренности с поставщиком, и ты вроде уже вот договорился с клиентом, а потом поставщик: да нет, у меня там нет товара, нет наличия или что-то еще. Вот это вот все такие вещи нужно правильно и заранее договориться с поставщиками и следовать им. А как, документально? Ну, многие, да, ведут документально, но я бы не сказал, что это документально. Тут больше наладить взаимоотношения с поставщиком такие, что ты мог бы быстро там позвонить ему там, на мобильный, на Viber, и чтобы он понимал, что если ты звонишь, ну, это нарабатывается, конечно, со временем. К этому нужно относиться очень качественной ответственностью. То есть, если вы работаете по схеме win-win, то каждый будет зарабатывать. Наверное, большая часть товаров в Украине, какие мы можем там представить, они подвязаны под курс. У нас были моменты вот с этим курсом, когда мы отправляли по новой почте товар. Стоимость товара была с наценкой, мы отправляем его, деньги нам возвращаются, и мы даже уже не то что в нуле, мы в минусе, потому что большая была девальвация гривны. Вопрос, который я не задал, но очень важен. У вас есть ли оборотные средства, вы во что-то вкладываете или вы продаете, ну, как под реализацию, так называемую? Ну, у нас уже симбиоз всех таких вещей, потому что, когда мы начинали, у нас был там наш оборотный капитал, который мы с партнером вложили. Его не надо было много, потому что мы работали, как говорится, с машиной, как говорят. Мы приехали, у поставщика забрали, сразу отвезли клиенту. Когда у нас уже мы дошли до каких-то там оборотов продаж, мы начали планировать закупки, начинали мы со своих денег. Сейчас у нас есть поставщики, с которыми мы работаем под реализацию. У некоторых мы забираем, то есть там есть отсрочка платежа от 15 дней, может быть, там до 60. У нас есть кредитная линия в банке, потому что бывают моменты, когда мы работаем не только с частными лицами, мы работаем еще и с предприятиями. Бывает, что предприятия тендерные закупки или большая какая-то закупка, и они хотят получить расходные накладные раньше, чем они еще оплатят товар. А мы должны этот товар купить. Надо со всех сторон подходить. Диверсификация, так сказать. Если бы ты сейчас начинал интернет-магазин заново, что бы ты не делал из того, что уже сделал? Мы, когда начинали, мы подходили к вопросу: а давай сделаем, а потом посмотрим. Но, возможно, я бы сейчас переформатировал все, что давай все-таки подумаем, какие варианты есть. То есть, если наша там рисковость процесса и затратность оправдана, мы туда пойдем. Были примеры, когда мы делали 4 или 5 сайтов в один период. Это был, по-моему, как раз новогодние праздники, это было достаточно давно. Мы сделали 4 или 5 сайтов параллельно, пустили на них всю рекламу. В итоге мы продали чуть-чуть больше, чем обычно продавали в сезон, но на маркетинг мы потратили гораздо больше, и он съел всю прибыль. Но это была такая авантюра, которую мы попробовали, поняли, что так делать, наверное, больше не будем. То есть, если вы занимаетесь проектом, лучше вкладывать в один проект. Либо же, если вы занимаетесь одним проектом и в нем продаются разные нишевые товары, возможно, лучше отстраиваться там в этой нише, как там эксперты в этой нише. Вот эти вот вещи, которые я сказал, я бы не делал, все равно для того, чтобы куда-то попасть дальше, нужно рисковать и делать того, что ты не делал. Лучше что-то сделать, чем ждать и ничего не делать. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит вам подарок. Что это будет, Дима? За лучшую идею, как увеличить продажи в интернет-магазине, мы подарим вам килограмм элитного кофе от компании Coffee Man. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях о том, как увеличить продажи в интернет-магазине. До новых встреч!